Тум-тум, всем привет, чао-чао. Меня зовут Кичигин Эдуард, и моя тема ландшафтная архитектура. Архитектура, ландшафтный скетчинг, и интерьерный скетчинг, и архитектурный скетчинг, и скетчинг в путешествиях. В общем, если что-нибудь про скетчинг, то это стопудово ко мне, если вам нравится вот такой стиль графики. Ну, в общем, вот это то направление такое с итальянским бэкграундом, которое я продвигаю в России. Но так как я сам довольно много работаю в Италии, то мне вот это вот очень интересно. Ну и мой стиль скетчинга, он, собственно, воспитан на итальянской традиции. Оттуда я выращивал его старательно изо всех сил. Ну и вот, я думаю, я должен проговаривать про то, как эта вся штука работает. То есть, ну, если я раньше делал очень много видосов, ну, таких просто обучающих, то теперь, я думаю, я должен сделать очень много видосов про то, как эта тема работает в практической деятельности ландшафтного архитектора. Ну и вот так она работает, и это тоже симпатично. В общем, вот, проговорю про вот эту вот историю, как она выращивалась, как она становилась симпатичной и во что она пришла. Ну, чтобы немножко покажу вам мой workspace. Это смешно и странно. Тум-тум. Это я для того сделал, чтобы звук был лучше и ближе ко мне был микрофон. Я надеюсь, это поможет качеству звука. И у меня еще есть кофе. Вот у меня такая мокка. Тын-тын-тын. Тын-тын-тын. Сейчас со мной. Ну, вот это вот безумие с разными бутылочками, баночками, там всякой другой ерундой. Это линеры, ручки, линеры виндзоровские, пентеловские, аквабраши. Это параллель пен лежит. Это ручка, кстати, классная, одноразовая только. Вон там я не могу не думать о девушках, да. Я вот, ну, просто. И мой еще один скетчбук, да, с разбредовкой. Тут какой-то чертеж рабочий, тоже с разбредовкой. Тут еще что-то. Что на компе. Вот у меня же перерыв небольшой. Вот я тут прорабатываю одну большую историю. Вот она. Но это, к слову, к тому, как скетчинг работает в практике архитектурной. Вот я сейчас кручу фрагменты. И то, про что я буду рассказывать, это иконостас, который там внутри, вот в этом храме. И потом эта история идет, вот, например, сюда. Тут уже намного больше фотореализма. Это Unreal Engine. Он крутой, но дико сложный. Просто дико сложный. Но зато теперь у меня будут видосы как Голливуд. Да, почти, я надеюсь. Ну, посмотрим. В общем, вот. Так, вот это по рабочей ситуации, ну, кому интересно, как у меня все протекает. А по вот этой вот истории. Это иконостас для вот этого вот храма. Я сейчас проектирую вот эту вот историю, и надеюсь, в ближайшее время оно будет все строиться. Ну и вы видите, как работает вот эта вот черно-белая графика. То есть это все нарисовано линером. И что любопытно, оно нарисовано без предварительного какого-то чертежа, без какой-то размерной истории. Просто сразу же. И какой бэкграунд, какая подводка. В качестве ролевой модели для вот этой вот версии сейчас уже пришла немножко другая версия. Но вот для этой версии была взята история с иконостасом в Вырице, в храме Серафима Вырицкого. И поэтому я ее переносил немножко для того, чтобы адаптировать под те размеры, которые у меня есть вон там, в храме. Ну, теперь это уже не просто будет храм, а храмовый комплекс. Вот эта вот история будет достраиваться. Я уже практически спроектировал
большую часть того, что нужно было туда принести. И практически уже спроектировал звонницу. Ну, плюс-минус еще там нужно думать, ну ладно. Вот здесь тоже фрагмент уже практически доведен. Там будет другая история. Ну, короче, все идет хорошо. Вот, а про иконостас и про скетчинг. Вот у меня была вот эта вот ролевая модель с храма Серафима Вырицкого. И были фотографии. И было примерное понимание размеров, которые есть у меня вон там, в храме. И вот так и происходит адаптация. Я беру примерный прямоугольник пропорций, которые я могу вместить. И накидываю, например, предварительный скетч. Плюс-минус, как я это вижу. Как изменится пропорция, ну, того, что относится, например, там, к диаконским воротам, того, что относится к царским воротам. Как я могу позволить себе игры с высотой. Я вот это вот прикидываю сразу же вот сюда. Ну, по сути, я могу делать это и в скетчапе, но нет, лучше я сюда. Лучше вот сюда. Намного комфортнее, намного проще, намного удобнее осмыслять вот эти все большие штуки. Когда ты держишь в руках, ну, в голове основные размеры, с которыми ты будешь работать. Вот. Я прошелся по этой истории условно, сделал какие-то себе выноски. Основные, вот царские врата 1,7 метра, может быть, это вполне себе очень даже комфортно для священника, который выходит оттуда. К слову, в коммунарии, по-моему, 1,20 м царские врата, если ничего не путаю. Диаконские врата 0,8 метра. Ну, и им нормально. В общем, они, диаконы, мне кажется, должны быть такие шустрые, поджарые, и им достаточно и такой истории. Они же не выходят с чашей сюда, на амвон. Окей. Это полный вид иконостаса. Ну, в общем, я сейчас говорю почти в микрофон и надеюсь, что качество звука, ну, такое хорошее. Вот. И когда вот эта история у меня срослась, я отработал все вот эти вот основные штучки. И посмотрите, это довольно небрежно. Это довольно точно, но довольно небрежно. То есть я точно не занимаюсь вычерчиванием. Точно не занимаюсь какой-то вот такой вот странной трудоемкой историей. А моя тема скетчинга нацелена на то, чтобы я получал комфорт во время проектирования. Для того, чтобы, ну, я продолжал радоваться. Если я буду радоваться, то и продукт, который исходит от меня, ну, будет нести вот эти вот положительный заряд. Положительный, да. Вот. А здесь я пошел дальше в детализацию. Ну, в общем, я так нормально поездил, вернее, посмотрел на это место, ну, в реальности сначала изучал фотографии, потом ну, приехали и очень-очень внимательно рассматривал все, и примерно прикидывал размеры. Ну, старался запомнить, потом снова изучал фотографии и адаптировал это все к моей истории. Блин, меня так смущает эта веточка. Ну, в общем, я сейчас на проекте и в гостях. Да, ну, и вот это иллюстрирует ту историю, что какая тебе разница, что у тебя в руках? Ну, ты архитектор, ландшафтный архитектор. Ты используй то, что тебе нужно, и делай хороший результат. Типа вот такого. Неважно, там есть у тебя для этого удобства или нет удобств. Ну, просто ты организуешь все так, чтобы ты был доволен и чтобы ты получал, ну, вернее, делал хороший результат. Вот что я думаю. Вот здесь пошла уже большая детализация. Тут я разбирался вот с этой вот историей. Здесь голубь, как Святой Дух. Крест соотносил те пропорции и искал закономерности вот этих вот круглых форм. Но это интересно. Тут прям можно запутаться в том, что делал человек, который проектировал вот этот иконостас. Я запутался, да. Но все равно старался разобраться. В конце концов, примерно разобрался. То есть примерно у меня начало все сходить.
в голове, ну и гармония стала вроде пониматься. Ну и в итоге сам скетч стал красивый. То есть, ну, если все правильно, все гармонично, то и результат получается красивый. А если мы посмотрим на детали, вы видите, я не страдаю там каким-то аккуратизмом, не страдаю там вырисовыванием деталей. Просто я делаю по правильному алгоритму, который я использую, но и которому научился там, изучая работы старинных монстров. Вот. И то, что сейчас делаю для курса моего, который скоро выйдет. Видеокурса обучающего. И то, что даю на очных занятиях. В общем, вот. Блин, ну красиво же. Реально красиво, да? И классно, когда у вас такая история в скетчбуке. Плюс еще большое количество таких же историй. Вот так это работает. Ну, могу показать разбредовку, которая тут присутствовала, чтобы была яснее практическая составляющая. Ну, размер иконостаса того, что мы можем использовать. Проема. Можем идти над проемом вот с этой историей. Там уже бревна. Вот здесь алтарная часть, вот здесь алтарная часть, здесь начинается бревна, поэтому мы можем идти все равно дальше, а вот здесь начинается потолок. Вернее, не потолок, а небо. Там будет такая история с небом, восьмигранная. Сейчас покажу. Вот она. Сходиться все будет в центр. Небо — это название потолка. Тут икона. Тын-дын. А вот тут святые. И это все потому, что вот такая вот башня восьмигранная и восьмигранный купол. И этот купол я проектировал, как раз там все видели в Инстаграм, кому интересно. Не так давно, ну, в конце весны. Вот, сейчас стоит уже красивый. Все радуются. Надеюсь, все остальное тоже будет радоваться. Вот, примерно прикидываю разбредовку, ну, рисую фигуру для того, чтобы понять там закономерность туда-сюда, плюс-минус, там пропорции, насколько им нужно поджаться, насколько мне нужно разносить всю эту историю. Всегда очень полезно ставить человечка на свой проектный скетчинг. Вот, за основу иконостасовой рицы. Детализация. Что я тут писал? Сейчас пройдусь и посмотрю. Ширина иконостаса 4,54 метра. Высота вариативна около 5 метров. Ну, вариативно, потому что у нас есть уровень проема, куда уходит алтарь, и плюс свободное место здесь. В общем, вот. Колонны, может быть, с резьбой вместо балясин. Ну, там такой особый тип резьбы. Я думал, может быть, если все равно меняется пропорциональная составляющая, и у нас не стоит идея полноценного копирования этого иконостаса, я могу интерпретировать. И так как здесь присутствует арочная история, может быть, могу фрагментарно идти в историю классики. Ну, в принципе, так и произошло потом. Я покажу. Ну, кто смотрит мой YouTube, те видели, наверное, визуализацию. Вот примерно будет так. Я ее делал как раз в этом в Unreal Engine, моем любимом. Вот. В общем, там где-то на канале есть видос. Так и называется иконостас. Вот он примерно такой будет. Сейчас уже устаканили его с иконописцами. Там дали некоторые коррективы, но они не касаются каркаса иконостаса. Так что все, в принципе, нормально. Вот. И завтра покупаем бревна для того, чтобы делать стол в стиле гульбища. Как, ну, тоже нужно смотреть мои сторис, чтобы быть немножко в контексте в Инстаграм. И будем делать вот этот вот резной стол, который тоже у меня на канале в виде визуализации, такой кинематографичный. Такой там, с одной стороны стоит очень симпатичная девушка, с другой стороны стоит такой стильный мужик, и они представляют собой две типологии стола. В общем, из тех типологий, из двух, выбрали тот стол, где стоит мужик. Хотя мне, конечно, может быть, ближе
Ну нет, тот более фривольный. Уж да. Все-таки тот, который стол представляет в моем видеофильме маленьком мужик, он более стильный стол. Да. Вот. Ну, кстати, да, если речь зашла об этом столе, я его просто сейчас покажу. Ну, покажу в виде скетча, потому что скетч всегда под рукой. А визуализацию можно посмотреть на моем YouTube-канале. Как раз недавно была. Вот этот столик. Тын-тын. И он прошел через эту историю, и эту историю я недавно в стриме проговаривал подробно. Вот. Что еще сказать о иконостасе? Ну, в общем, это вот такой вот прекрасный способ. Ты сидишь где угодно, как угодно. Ты делаешь вот эту красивую историю, и когда ты ее сделал, у тебя уже все понятно. Все понятно по размерам, все понятно по материалам. И ты делаешь это в комфорте, в большом комфорте. Без истерики, без там борьбы с компьютером, там, без вот этой нахождения в постоянном рабочей ситуации. Нет, ты делаешь это с большим комфортом и делаешь красивую штуку. Вот так работает в данном случае интерьерный скетчинг в моем стиле, ну, в моей интерпретации, моей подаче. Моя подача — это, в общем, вот на итальянской базе, пропущенные через жернова практики, ну, в разных странах, да, где удалось попрактиковать. Вот. Что еще хотел сказать? Я думаю, вот это, если в бэкграунде архитектора или ландшафтного архитектора или дизайнера, ну, есть такая красивая графическая история, это же, ну, это же прекрасно. Это прямо как такое портфолио, которое всегда с тобой. То есть я прям за то, чтобы нас все в России научились делать такую графику. Вот поэтому я делаю свой курс. Поэтому следите, когда он выйдет, то стоит брать и практиковать изо всех сил. А пока можно в описании к видео посмотреть там ссылки на разные мои видео, как рисовать разные штуки. Про интерьерный скетчинг, ландшафтный скетчинг, скетчинг в путешествиях и архитектурный скетчинг. В общем, вот, я изо всех сил этим занимаюсь, в то время, когда у меня есть возможность, ну, немножко сделать паузу в проектировании. Вот, поэтому, может быть, не очень часто выходят видосы у меня на канале. Я, слава богу, по уши в работе, просто по уши. И это прекрасно. Блин, как это хорошо. И она делает меня сильнее. Блин. В общем, приятно было постримить. Всем хорошего вечера. Или какое у вас сейчас время суток. Всем чао-чао. Меня зовут Кичиген Эдуард. Всем пока.